Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим очень вкусный и красивый торт. Готовится он несложно и продукты все доступные. Этот торт прекрасно подходит и для праздника, и на каждый день. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим бисквит. 2 яйца разделяем на белок и желток. Емкости для яиц должны быть абсолютно сухими и чистыми. Белки начинаем взбивать. Насыпаем щепотку соли. Белок немного взбился, постепенно добавляем 40 грамм сахара. Белки взбиваем до крепкой и устойчивой пены. При переворачивании миски взбитые белки не должны выливаться. Во взбитые белки по одному добавляем желтки. Все взбиваем до однородности. В эту массу добавляем муку в 2-3 подхода. Муку обязательно просеиваем через сито. Понадобится 50 грамм муки. Тесто аккуратно и недолго перемешиваем лопаткой, вращая миску. Готовое тесто должно остаться воздушным. За счет воздуха, которым насытилось тесто, оно будет подниматься в духовке. Готовое тесто перекладываем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Стенки формы ничем смазывать не нужно. Тесто равномерно распределяем по всей форме. Диаметр моей формы 21 см. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем бисквит примерно 20-25 минут. Испеченному бисквиту даем остыть и вынимаем из формы. Снимаем верхнюю корочку. Если образовалась горочка, то ее тоже желательно срезать. Готовим сироп для пропитки бисквита. В миску наливаем полстакана воды и насыпаем полстакана сахара. Ставим на огонь. Сироп доводим до кипения, кипятим 1 минуту и снимаем с огня. Сиропу даем остыть. Готовим желе. В сотейник насыпаем 1 упаковку клубничного желе, рассчитанную на 400 мл жидкости. Наливаем не 400, а 300 мл горячей воды. Все перемешиваем до растворения желатина и сахара. Оставляем остывать до комнатной температуры. Берем примерно 400 грамм клубники, моем ее, убираем плодоножки и нарезаем небольшими кусками. Готовим крем. 3 яйца разделяем на желток и белок. Желтки выливаем в кастрюлю, белки нам не понадобятся. К желткам насыпаем 75 грамм сахара, это 3 столовые ложки с горкой, и 5 грамм ванильного сахара. Наливаем 300 мл молока. Насыпаем 1 столовую ложку кукурузного крахмала. Все перемешиваем. Также можно использовать картофельный крахмал. Кастрюлю ставим на плиту на средний огонь. Постоянно перемешивая, варим крем. Когда масса загустеет и начнет булькать, варим еще 1 минуту и снимаем с огня. Будьте внимательны, не отходите от крема, постоянно перемешивайте, чтобы он не пригорел и не было комочков. Заварной основе даем полностью остыть. Заварная основа остыла, продолжаем готовить крем. В миску кладем 150 грамм мягкого, но не растопленного сливочного масла. Начинаем взбивать и постепенно добавляем полстакана сахарной пудры, это 60 грамм. Масло с пудрой взбиваем примерно 2-3 минуты до побеления масла. Ко взбитому маслу добавляем по 1 столовой ложке уже остывшую заварную основу. Взбиваем крем. Складываем торт. Берем подготовленный бисквит и ставим кольцо. Между бисквитом и кольцом ставим ацетатную пленку. Кольцо с пленкой сжимаем до размера бисквита. Бисквит обильно пропитываем сахарным сиропом. Сверху кладем половину приготовленного крема. На крем выкладываем половину приготовленной клубники. Клубнику распределяем и немного утапливаем в крем. Кладем вторую часть крема. На крем выкладываем оставшуюся клубнику и совсем немного ее вдавливаем в крем, чтобы она приклеилась к крему. Торт ставим в холодильник застывать примерно на 1 час, можно и дольше. Достаем остывший торт. На него аккуратно выливаем уже остывшее клубничное желе.
Опять все ставим в холодильник застывать, примерно на 4 часа, можно и на целую ночь. Торт застыл, снимаем кольцо. Аккуратно снимаем ацетатную пленку. Переставляем на блюдо и подаем на стол. Торт с клубникой и желе получился очень вкусным и красивым. Тонкий бисквит, нежный заварной крем, свежая клубника и ароматное желе прекрасно сочетаются между собой. Такой торт можно готовить не только с клубникой. К нему прекрасно подойдут ягоды малины, голубики, а также персики или абрикосы. Желе желательно выбирать по вкусу фруктов, которые добавляете в торт. Также у меня на канале есть и другие варианты тортов с клубникой. Чтобы долго не искать, один из таких тортов, самый быстрый и простой, я покажу в этом видео. Теперь приготовим быстрый торт без выпечки. Это отличный вариант летнего торта. Готовится очень просто, буквально за 15 минут. Получается вкусным, нежным и с ароматными ягодами клубники. Сначала подготовим емкость для приготовления торта. Разъемную форму для торта обматываем пищевой пленкой сначала по бокам и подворачиваем вниз. Диаметр моей формы 21 см. Это делается для того, чтобы жидкость не протекала через форму. Также можно использовать миску или кастрюлю. 30 грамм желатина насыпаем в мисочку и наливаем 100 мл воды комнатной температуры. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин. Я использую быстрорастворимый желатин. Берем 700 грамм уже вымытой и очищенной от хвостиков клубники. Часть небольших красивых клубничек откладываем для украшения торта сверху. Остальную клубнику нарезаем небольшими кусочками. В чашу измельчителя кладем 200 грамм творога. Насыпаем 100 грамм сахара и 10 грамм ванильного сахара. Сюда же добавляем 2-3 столовые ложки сметаны. Все измельчаем до однородности. Также творог можно измельчить погружным блендером или перетереть его через сито. В большую миску наливаем 600 мл сметаны. Сметану можно брать любой жирности, у меня 20%. К ней добавляем измельченный творог и насыпаем 50 грамм оставшегося сахара. Все перемешиваем до однородности. Желатин уже набух. Растапливаем его в микроволновке. Нагреваем желатин примерно до 50 градусов. В растопленный желатин добавляем 2 столовые ложки сметано-творожной массы. Перемешиваем. Получившуюся желатиновую смесь постепенно вливаем в сметано-творожную массу, при этом постоянно перемешивая венчиком. Сметану желательно перед приготовлением достать из холодильника, чтобы она немного согрелась. Тогда желатин не так быстро будет загустевать и будет меньше вероятность появления комочков. Сюда же добавляем нарезанную клубнику. Все аккуратно перемешиваем. Приготовленную смесь аккуратно выливаем в подготовленную форму. Все равномерно распределяем по форме. Клубнику, которую оставили для украшения, нарезаем половинками. Сверху торта в хаотичном порядке выкладываем клубнику, не вдавливая ее в торт. Также у меня на канале есть и другие, тоже очень вкусные и быстрые торты без выпечки. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Все ставим застывать в холодильник минимум на 2 часа. Я поставила на ночь. Торт застыл. Снимаем пленку. Аккуратно тонким ножом проходимся по бокам торта, чтобы отсоединить его от формы. Если торт заливали в миску, то ее нужно опустить в горячую воду на несколько секунд. Торт вынимаем из формы и переставляем его на блюдо. Торт с клубникой без выпечки получился в меру сладким, нежным и ароматным за счет клубники. Готовится он настолько просто, что справится каждый. Он идеально подходит для летних жарких дней, когда хочется чего-то нежного и прохладного. Клубнику в этом торте можно заменить другими ягодами или фруктами, например, персиками. Если захочется приготовить такой торт зимой, то можно использовать консервированный ананас или персик. Если вам понравился вариант такого торта, то обязательно ставьте лайки и пишите комментарии.
Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.